Если у Германии ищут нового личного повара, он должен организовывать государственные мероприятия и рабочие приемы пищи. Среди требований на должность кошевара для Шольца диплом по специальности высококлассная гастрономия и несколько лет опыта. За это предлагают от 3 до 3700 евро в месяц без вычета налогов. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Украинские военные собираются уничтожить российский Черноморский флот с помощью армии подводных дронов. Дроны смогут нести оружие, такое как мины или торпеды, или даже ракеты, запускаемые с подводных лодок. Кремль в бешенстве из-за кандидата в президенты Надеждина. Там считали его техническими, не ожидали большой поддержки, но получилось наоборот. Когда он увидел вот эту всю картину, Кремль, то он действительно прифигел, скажем так. НАСА объявила о завершении миссии марсианского вертолета. Ingenuity проложила путь для будущих полетов в нашей Солнечной системе. Он проложил путь для более разумных и безопасных полетов человека на Марс и за его пределы. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Украинские военные собираются уничтожить российский Черноморский флот с помощью подводных дронов. За последние месяцы украинская армия совершила множество успешных атак. И теперь собирается доминировать в Черном море с помощью целой армии подводных дронов. Специализированное издание Naval News пишет, что для этого украинская сторона создала проект под названием «Фьюри». Расшифровывается как первый украинский роботизированный флот. Его особенность в том, что его авторы не пытаются создать совершенно новый украинский подводный беспилотник. Однако модель будет сделана на базе уже имеющихся западных подводных дронов. Подход проекта Fury заключается в партнерстве с опытными производителем морских дронов на Западе и, по сути, вооружении существующей платформы. Это значительно снижает риск разработки и должно привести к созданию гораздо более функциональной платформы, чем если бы они начинали с нуля. Дроны смогут нести оружие, такое как мины или торпеды, или даже ракеты, запускаемые с подводных лодок. Используя существующие разработки, можно было бы установить ряд датчиков. Помимо нападения, они смогут выполнять разведывательные задачи. Россия не дает согласия на международное расследование падения Ил-76. Об этом в ходе национального телемарафона в Украине заявил спикер Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что на данный момент Международный комитет Красного Креста не подтвердил получение информации об украинских пленных, которые якобы летели на этом самолете. Хотя такая информация должна быть публичной. А сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым большим за повномасштабну війну. Права військовополонених Збройних сил України, які знаходяться під захистом згідно Женевської конвенції, повинні бути під захистом там всіх інституцій, які захищають права людини на території Російської Федерації. Це в тому числі міжнародні інституції. Я зараз маю на увазі в першу чергу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Реакції з її боку я не бачив публічної і непублічної. Офіційно я звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, бо знову ж таки, згідно статті 46 Женевської конвенції, відповідальність за життя, здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні. Российские власти все же решили открыть избирательные участки на выборах президента РФ во всех зарубежных странах, включая так называемые недружественные. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД намерен открыть 300 таких участков. Из-за сокращений персонала и закрытия дипучреждений в странах Балтии, Германии, Финляндии, Чехии, Молдове и других странах их число будет значительно меньше. Кроме того, МИД собирается усилить меры безопасности во время голосования. Ну а информацию о ходе выборов Путина за рубежом обещают публиковать на сайтах и в соцсетях дипучреждений. Что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных.
С учетом того, что в ряде стран участки будут также открываться за пределами столиц, в местах компактного проживания наших сограждан, в том числе на крупных площадках российских экономических операторов, мы ожидаемо, естественно, организуем и там работу. Примерное количество участков сейчас мы рассчитываем, исходя из цифры 300. Кремль велел не допускать Надеждина на выборы. Кандидатура конкурента Путину изначально была согласована с аппаратом президента, однако тот нарушил негласные договоренности, и теперь ЦИК настоятельно рекомендовали не допускать его до выборов. Пишет со ссылкой на источники издание «Можем объяснить». По их словам, кандидатуру Надеждина изначально согласовывали лично с первым замглавы АП Сергеем Кириенко, который курирует внутреннюю политику и отвечает за выборы. Теперь же он в бешенстве из-за того, что кандидат набирает популярность и поливает Кремль и войну. Слова и действия Надеждина начали сильно раздражать Кремль. Единственный антивоенный кандидат тем временем собрал по последним данным 158 тысяч подписей за свое выдвижение, и до конца января он должен подать их в Центральную избирательную комиссию. Надеждин – это публичный политик с очень богатым опытом, с огромной практикой. И он как бы работает политиком, как говорил, всю свою жизнь. Он был зампредом фракции СП, свободной, вольной и так далее. Другом Немцова, другом того же Кириенко когда-то. Вот. Поэтому очень трудно рассчитать, что позволено, что не позволено. Кроме того, я никогда не видел каких-то очень критичных таких, совсем жестких или каких-то ужасных высказываний. Я думаю, что это такая, то, что они говорят, это скорее полправды. А вся правда, они просто увидели невероятный ажиотаж, они увидели эти очереди, они увидели, как много людей вообще, самых разных. Вот недавно Шевчук сказал, что он за него подпишется. Да. То есть, какие селебрити хотят за него топить, что даже сами кандидаты, вот Дованков подписывается неожиданно за Надеждина. Он увидел такой вот ажиотаж и такое желание людей вот хотя бы Надеждина поддержать, даже если он непонятно каких позиций до конца. Вот. Но что-то точно против войны не совсем вот то же, что говорят вот эти в парламенте. Вот. Когда он увидел вот эту всю картину, Кремль, то он действительно прифигел, скажем так. Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если Орбан на саммите 1 февраля будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро для Украины. Издание «Политика» пишет, что дипломаты после многолетнего мягкого подхода к Будапешту дали понять, что такая радикальная мера не является чем-то невероятным, если ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в Евросоюз. 5 европейских чиновников заявили, что страны ЕС готовы выступить против Будапешта, воспользовавшись 7 статьей договора Евросоюза. Она предполагает запрет права голоса в случае выявления нарушения одной из стран принципов Евросоюза. Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение по бюджету и 50 миллиардам евро для Украины на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом. Голосование на следующей неделе по вопросу помощи Украине имеет важное значение как для Украины, так и для сообщения ЕС президенту России Владимиру Путину о том, что Украина пользуется единодушной поддержкой западных союзников. Кроме того, Орбан стал и занозой в пятке для западных стран, и в вопросе принятия Швеции в НАТО даже Эрдоган одобрил принятие новой страны в обмен на поставки истребителей F-16 и признание Международного суда о геноциде Израиля в Газе. Ратификация же зависла в венгерском парламенте более чем на год. Я думаю, Виктор Орбан хочет время от времени напоминать западным странам: не критикуйте нас, потому что у нас есть козыри, у нас есть свои карты, поэтому будьте осторожны, когда пытаетесь критиковать нас за коррупцию, за вопросы верховенства закона или качества нашей демократии. Воздержитесь от этого, потому что если вы это сделаете, то у нас есть карты на руках, которые мы разыграем в нужный момент. Вам нужно время от времени напоминать партнерам, что у меня есть козыри в рукаве.
Международный суд ООН призвал Израиль прекратить геноцид палестинцев в секторе Газа. Решение вынесено по иску Южной Африки, пишет The Times of Israel. Глава суда Джоан Донахью процитировала нескольких подстрекательских комментариев министра обороны Израиля Йоава Галанта, тогдашнего министра энергетики Израиля Каца и президента Исаака Герцога, которые можно истолковать как попытку убийств мирных жителей в секторе Газа. Израиль же в свою очередь отрицает все обвинения и просит суд полностью отклонить дело. Кроме того, суд призвал Хамас освободить заложников, ну а израильский министр обороны раскритиковал решение суда. Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и защищать наш народ. Каждая страна, Израиль, имеет неотъемлемое право на самооборону. Гнусная попытка лишить Израиль этого фундаментального права является вопиющей дискриминацией еврейского государства, и она должна быть справедливо отвергнута. И она была справедливо отвергнута. Обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля, не только ложны, но и возмутительны, и порядочные люди во всем мире должны их отвергнуть. Космическое агентство НАСА объявило о завершении миссии марсианского вертолета, первого в истории освоения космоса. Вертолет-малютка Ingenuity размером всего около 20 сантиметров повредил лопасти при неудачной посадке. Он стал первым летательным аппаратом, который кружил над другой планетой. Ingenuity, что значит изобретательность, оказался на Марсе в 2022 году и проработал вместе с марсоходом Perseverance почти 3 года. Хотя инженеры рассчитывали всего на 5 полетов, чтобы проверить технологии вертолетных дронов для разведки местности. Оправдав свое название, Ingenuity вошел в историю как первый летательный аппарат, совершивший управляемый полет на другой планете. Но затем он полетел дальше и выше, чем мы когда-либо думали. И то, что начиналось как демонстрация технологий с планами всего до 5 полетов, совершило 72 полета на Марсе. И это помогает нам в поисках жизни. Ingenuity проложила путь для будущих полетов в нашей Солнечной системе. Он проложил путь для более разумных и безопасных полетов человека на Марс и за его пределы. Ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!